Глава 186. Возможно, по той причине, что взгляд принца от возмущения сделался испепеляющим, небожители, на которых он уставился, торопливо замахали руками. Мы и не рассказывали посторонним, Селянь с краснеющими глазами воскликнул. И как же тогда они узнали? Ни один из собравшихся здесь небесных чиновников, услышав фразу принца, не выказал и тени удивления. А раз столько народу уже обо всем знали, сколько еще таких было на верхних небесах, вопрос заставил небожителей замяться, но затем они пустились в объяснение, но ведь они не посторонние. Это все наши друзья, хорошие знакомые, между нами не существует тайн. Рассказать им что-либо не значит рассказать посторонним, а кроме них мы не скажем больше никому. Не дожидаясь окончания этих речей, Селянь сурово оборвал: ложь. Ложь от начала и до конца. Я не верю. Небожители, которых он так резко перебил, все-таки несколько смутились и спрятались среди остальных. Кто-то вдруг громко заявил: какая разница, верите вы или нет? Ваше Высочество, тот факт, что они не донесли на вас там же, на месте, когда вы творили свои хорошие делишки во время ссылки в мир смертных, уже достаточно добрый поступок с их стороны. А вы еще и требуете, чтобы другие держали все в секрете. С какой стати мы обязаны хранить это в тайне? Поистине смехотворно, Селяню словно плеснули без предупреждения прямо в лицо холодной водой с кусками льда, после чего пронзили сердце острым ножом насквозь. Нет. Я в торопях забормотал он. Но тут же услышал другого говорящего: тот, кто не совершает дурных поступков, не боится, что ночью демоны постучатся в двери. Ваша собственная совесть нечиста, как можно обвинять других в том, что они не держат обещаний? И если бы кто-то из них и впрямь помог вам скрыть столь бесчестный поступок, это бы как раз и называлось халатностью и несоответствием морали, нет. Я вновь попытался вставить слово Селянь. Он хотел сказать: у меня были на то причины, я ведь и сам не хотел идти на преступление, но в душе понимал, никакие доводы не имеют значения. Имеет значение лишь одно: он действительно занялся грабежом. Это пятно грязи теперь клеймом позора отпечаталось у него на лице, сделав его перед этими небесными чиновниками бесконечно ничтожным, так что он не мог сказать и слова в свою защиту. Видя, что принц начал сдавать позиции, еще один бог войны вышел вперед. Ваше Высочество, теперь-то вы должны понять, почему мы не хотели бы, чтобы вы оставались здесь и тренировались вместе со всеми. Селянь опустил голову, но сжал кулаки. Бог войны продолжал: нам с вами не по пути. Дороги расходятся, и интересы, стало быть, разница. Лучше вам все же уйти по своей воле. Глядя на то, с каким великодушным видом тот произнес «дороги расходятся» и «интересы», стало быть, разница, Селянь вдруг понял. Разговоры разговорами, но если разобраться до конца, они ведь по-прежнему всего-то хотят, чтобы он уступил им эти чудесные земли. Принц стиснул кулаки до хруста в костях, горло его охватило напряжение, но все же он с нажимом сказал: «Я не уйду. Я буду здесь самосовершенствоваться». В тот миг гнев на небесных чиновников окончательно подавил чувство стыда в его душе. Все равно ниже падать некуда, была не была, чем понуро опустить голову и удалиться восвояси. Принц готов был, отбросив стыд, стоять на своем, чтобы только помешать осуществлению их плана. Селянь рывком вскинул голову и повторил: «Я буду здесь самосовершенствоваться. Эти горы — не ваше владение, вы не имеете права прогонять меня». От такого упрямства лица небесных чиновников аж почернели. Селянь услышал шепотки. Ну и чего он добивается? Вот уж поистине не приходилось мне встречать таких бесстыжих. Однако, чтобы они не болтали, Селянь стоял на месте. И пусть его сердце кровоточило, раненое острыми речами, все же он намеревался упорно настаивать на своем, не двигаясь с места. Кто-то из богов войны заявил: как видно, его Высочество наследный принц решил действовать, не считаясь с мнением других, чтобы непременно испортить всем настроение своей выходкой. Селянь съязвил: что ж, прогоните меня, коли кишка не тонка. Вот только, как бы вам этого не хотелось, силенок все равно не хватит. В тот же миг около десятка небесных чиновников переменились в лице, и все как один выхватили оружие. И неудивительно.
Ведь для богов войны подобные речи стали самым настоящим вызовом. Среди присутствующих таковых нашлось немало. Как же они могли притвориться, что не услышали? Но Селянь, окруженный со всех сторон, нисколько не испугался. У него при себе не было оружия, принц лишь крепко сжимал в руке ветку, которую подобрал по пути, чтобы опираться на нее во время подъема в гору. «Ваше Высочество», — серьезным тоном произнес кто-то из богов войны. «Если вы немедля принесете извинения, мы сделаем вид, что никакого оскорбления с вашей стороны не прозвучало». Но Селянь парировал: «Если мои слова в чем-то показались вам неприятными, я ни за что на свете не стану извиняться за них». Он выставил перед собой ветку. «Потому что вы не заслуживаете называться богами», небожители пришли в ярость. Кто-то издевательски выплюнул: «Это мы-то не заслуживаем. А ты, разбойник, что грабит простых смертных, стало быть, заслуживаешь». Селянь дальше терпеть не смог, да и с самого начала не собирался. Он напал на них с одной лишь веткой в руке. «Я вам не позволю глумиться надо мной». Боги войны приняли выпад своим оружием. Тут же кто-то позади них воскликнул: «Но ведь это не мы заставили тебя пойти на грабеж, к чему теперь обвинять нас?» Вот только рано они обрадовались. Решили, что с селянем, у которого нет ни магических сил, ни оружия, будет справиться проще простого. Ага, как же, ничего подобного. Даже простой веткой принц орудовал не хуже, чем острым клинком. Каждый выпад своей непоколебимой мощью заставлял противника отступать. Спустя всего пару-тройку минут сражения сразу несколько богов войны едва не оказались повержены принцем. Они не решались теперь приблизиться даже к порывам воздуха, свистящего от ветки в его руке, от страха поскорее отступили и спрятались за задние ряды. Находясь в почетном статусе небесных чиновников, они не могли одолеть какого-то низвергнутого, простого смертного. Вот уж действительно истинный позор, неожиданно раздался крик какого-то чиновника, глазевшего на битву: «Что за чертовщина?» От его крика остальные тоже перепугались, что стряслось. Похоже, их коллега испытывал жуткую боль. Закрыв лицо и согнувшись в 3 погибели, он с трудом проговорил: «Ты только что, какой-то призрачный огонек напал на меня, ударил по глазам». Это его рук дело. Селянь узнал в пострадавшем небожителя, который недавно тыкал в него пальцем и называл разбойником. Гнев в душе принца обернулся смехом. Какой еще призрачный огонек? Хотите присвоить себе эту территорию? Так и скажите, ни к чему пытаться еще сильнее меня опорочить. Ярость в душе принца поднялась волной, выпады стали еще более жестокими, на землю со звоном попадали сабли, копья, мечи и алебарды богов войны, выбитые обыкновенной, не толстой и не тонкой веткой. Внезапно раздался крик: «Схватили! Схватили!» Вы поглядите, Селянь на мгновение замер, увидев, как небожители сбились в кучу, а кто-то из них держит в руках нечто, поднимая высоко над собой со словами: «Это и правда призрачный огонек, его пособник». Вот и доказательство. Селянь присмотрелся и в самом деле разглядел маленький, тускло горящий призрачный огонек. «Я не знаю, откуда он тут взялся». В гневе вскричал принц. «С чего вы решили, что раз вам попался призрачный огонек, то это непременно моих рук дело? Призрачные огни — не такая уж редкость. Или что же, на нем мое имя написано?» Небожитель, что пострадал от огонька, держась за глаз, ответил: «Да разве стал бы обычный призрачный огонек кидаться мне в глаза? Если не ты ему приказал, какая тому еще может быть причина?» Селянь возразил: «Тогда я вот что скажу. Вполне возможно, что он лишь блуждающая душа, обитатель этих гор, которого вы случайно спугнули, вот он и бросился в атаку как оголтелый». Что же это за доказательство? Бог войны, первым напавший на селяня, одним рывком выхватил призрачный огонек из рук коллеги. Плевать, кто ему что приказал, с подобными вредоносными тварями следует расправляться не мешкая. Он тут же сжал пальцы, собираясь раздавить огонек, развеяв душу по ветру. У селяня при виде этого вырвалось: «Отпусти его!» Принц все-таки не выдержал, он не мог позволить, чтобы чья-то одинокая душа погибла, случайно оказавшись в самом центре этого глупого фарса. Он бросился вперед и напал на того бога войны. Но поскольку ему нужно было отобрать огонек, пришлось немного убавить пыл.
и силы оказались примерно равными. Как вдруг раздались крики сразу нескольких небесных чиновников чуть поодаль: «А вот и ты! Скорее, поди сюда! Погляди-ка, что тут творится, похоже, явился кто-то еще». Те, кто обернулся на крики, присоединялись: «Ну, наконец-то ты здесь, долго же тебя пришлось ждать. Скорее, помоги нам». Селянь вначале весьма удивился и подумал, неужели на выручку им подоспел какой-то очень сильный небожитель. Затем на ум принцу пришла другая мысль: плевать, кто там явился, если станет меня притеснять, я и с ним вступлю в бой, что тут сложного? Я никого не боюсь. Сейчас принца захлестывала обида, он уже приготовился к серьезному сражению. Но когда толпа расступилась, пропуская опоздавшего, Селянь с ног до головы оцепенел, потрясенный увиденным. Он никак не ожидал, что перед ним окажется Муцин. Сам Муцин, очевидно, тоже не ожидал встретить Селяня в подобных обстоятельствах. Они растерянно переглянулись. Принц округлил глаза, немедля позабыв о сражении с богами войны, и промямлил: «А ты что здесь делаешь? Ты разве не...» Но тут же осекся, ведь заметил кое-что, заставившее все понять и закрыть рот. На Муцине были надеты вовсе не старые черные одеяния, в которых он вместе с Селянем спасался от погони, а форма служащего нижних небес. Когда-то, в бытность подручными Селяня как бога войны, Фэн Синь и Муцин удостаивались немалых похвал, весьма привлекали внимание своими способностями. Впоследствии, когда Селяне низвергли, множество небесных чиновников жалели о том, что двоих помощников также низвергли вместе с принцем, а некоторые даже тайно дергали за веревочки, чтобы поинтересоваться, не желают ли двое перейти на службу в их дворец. И вполне возможно, что какой-то небожитель из восхищения Муцином вернул его на небеса в качестве своего младшего служащего. Наверняка так и было. К тому же сейчас дела у Муцина явно шли неплохо, иначе он не оказался бы здесь вместе с другими небожителями в поисках благословенной земли для совместных тренировок в самосовершенствовании. Селянь остался простым смертным, Муцин же вернулся на нижние небеса. Обстоятельства сложились весьма иронично. Тем временем Муцин, с большим трудом приведя эмоции в порядок, спросил, что здесь происходит, остальные наперебой принялись рассказывать ему, в чем дело. Селянь же стоял вдалеке, не в силах шевельнуться. Он слышал, что никто не сообщил Муцину о случае с грабежом. О чем это говорило? О том, что Муцин уже знал. Муцин знал, что принц пошел на грабеж. С лба Селяня капля за каплей катился холодный пот, он невольно отступил на 2 шага. Бог войны, с которым принц только что сражался, вскричал, пыхтя от злости: он хотел единолично занять чудесную землю, прогонял нас прочь. «Муцин, скорее окажи нам помощь». Какую еще помощь? Он просил Муцина помочь ему одолеть Селяня. От гнева у Селяня занемела кожа на голове, он был потрясен до глубины души. С преогромным трудом принц пришел в себя и, заикаясь от ярости, воскликнул: вы же все перевернули с ног на голову, совсем стыд потеряли. Все совершенно не так. Я ничего подобного не хотел, а Муцин просто стоял и слушал. Принц, охваченный волнением и злостью, вновь замахнулся веткой. Его противник, не в силах отразить удар, отступил и опять закричал: «Муцин! Ну что ты там встал, как вкопанный?» Другие небожители присоединились к крикуну, подгоняя Муцина, но тот все стоял с колеблющимся видом, словно не знал, стоит ли ему вмешиваться. Селянь, услышав, как остальные то и дело подстегивают Муцина напасть на принца вместе с ними, совершенно разъярился, подумав: «Муцин не поступит так, как вы. Он мой друг и ни за что не станет помогать вам». В приступе ярости он вновь не рассчитал силу и выбил оружие из рук целого ряда противников. Остальные небожители, видя, что принц сражается все с большей смелостью, поняли, дела их плохи, и поспешно закричали: «Муцин! Ты так и будешь смотреть, как он бесчинствует». Эмоции то и дело сменяли друг друга на лице Муцина. Он шагнул вперед, пальцы на его руках дрогнули. Стоящие рядом чиновники поторопили: «Да не стой же, как истукан, помогай». И, как назло, кто-то ехидно проговорил: «Муцин не желает вмешиваться, и его можно понять».
Все-таки он когда-то был приближенным служащим его высочества, наследного принца. И пусть теперь его высочество занялся грабежом и захватом чудесных земель, все же нелегко забыть о прежних теплых отношениях хозяина и слуги. Хватит с нас и того, что Муцин не стал бросаться на выручку его высочеству. Как можно ожидать, что он решит нам помочь? Речи эти могли показаться оправданием, на самом же деле таили в себе коварство. В тот же миг на лбу Муцина проявились тонкие синие жилки. Атмосфера сделалась крайне неприятной, Селянь почувствовал неладное и позвал «Муцин». Он успел лишь назвать имя, но в следующий миг ощутил легкость в ладони, а следом треск, будто что-то сломалось. Замерев, Селянь опустил взгляд и увидел, что сломалось его единственное оружие — ветка дерева. Принц вновь поднял голову, и в глаза ему бросилась длинная сабля, появившаяся в руках Муцина. И в эту секунду клинок был направлен на Селяня. А хозяин клинка ледяным тоном сказал: «Прошу тебя уйти». Селянь, сжимая в руке обрубок ветки, долго молчал, глядя на Муцина. Затем произнес: «Я не хотел по-настоящему никого грабить. И ничьей земли я не отнимал. Я первым сюда пришел». Муцин без всякого выражения на лице повторил: «Прошу тебя уйти». Селянь, не отрывая от него взгляда, поколебавшись, спросил: «Ты же знаешь, что я не лгу?» Принц задавал этот вопрос с надеждой и в то же время не без страха. Голос в его душе говорил: «Не спрашивай, развернись и уходи». Но все же Селянь не удержался, спросил. Муцин еще ничего не ответил, когда Селянь вдруг повалился вперед, тяжело рухнув на землю. Под ногами была грязь горной тропы, покрытой ямами и рытвинами, усыпанной камнями и сухими листьями. Селянь упал, широко раскрыв глаза, все еще не в силах поверить. Неизвестно, который из небожителей, воспользовавшись замешательством принца, толкнул его в спину, чтобы тот перед столькими свидетелями выставил себя в худшем свете. И впрямь хуже некуда. Вокруг поднялся шум голосов, оглушающих, накрывающих волной. Селянь слушал их, широко распахнув глаза, глядя на чернеющую землю. Затем он медленно, очень медленно поднял голову и посмотрел на Муцина. Тот стоял неподалеку, среди остальных небожителей, и даже не удостаивал принца взглядом, повернув голову в сторону. Так же, как и другие, он явно не собирался протянуть руку и помочь Селяню подняться. Тогда Селянь понял, никто не поможет ему подняться. Он еще долго лежал, прежде чем медленно встать самому. Небесные чиновники, решив, что принц вновь бросится в атаку, приготовились и насторожились, но Селянь не напал больше ни на кого, только, опустив голову, что-то поискал на земле, молча поднял и закинул на спину мешок, который собрала ему в дорогу матушка, повернулся и, медленно ступая, направился вниз с горы. Он шел, и шаги его становились все быстрее. Вскоре Селянь уже бежал, словно безумный. На одном дыхании он несся с горы, не останавливаясь передохнуть ни на мгновение. Неизвестно, как долго он бежал, но вдруг сделал неосторожный шаг и вновь покатился кубарем. Лишь тогда выдох, который он все это время держал в груди, вырвался из легких вместе с привкусом крови. В расстроенных чувствах принц и не думал подниматься, просто сидел на земле, пытаясь отдышаться. Даже когда его дыхание постепенно стало ровным, Селянь все равно не собирался вставать, так и сидел, глядя перед собой, в пустоту. И вдруг кто-то протянул ему руку. Селянь, замешкавшись, моргнул, поднял глаза и увидел перед собой Муцина. Тот стоял перед принцем с немного потемневшим лицом и протягивал руку. Спустя несколько мгновений послышался его голос, прозвучавший без тени теплоты. «Ты в порядке?» Селянь отупело глядел на него и молчал. Может быть, этот жутковатый взгляд заставил Муцина почувствовать себя неуютно, и тот отвел глаза. Но руку не опустил, говоря: «Поднимайся». Только его помощь подоспела слишком поздно. Селянь не принял руки. И не поднялся. Только уставился, не мигая, прямо на Муцина. Они еще долго вот так не двигались, и лицо Муцина мрачнело все сильнее. Он уже собирался опустить руку,
когда Селянь вдруг схватил ком грязи и запустил в него. Му Цин такого поступка от принца не ожидал, даже не мог точно сказать, что это грубость или ребячество. На его груди мгновенно расползлось грязное пятно, и на лицо попали точки брызг, а душу охватило потрясение. Гнев не заставил себя ждать, поднялся мгновенно, но Му Цин усилием воли подавил порыв и тихо сказал: «У меня ведь тоже не было выбора, у него действительно не было выбора». Видимо, у Му Цина с теми чиновниками сложились неплохие отношения. Остаться он просто стоять и смотреть, как Селянь избивает божественных коллег, или, того хуже, реши кто-нибудь, что Му Цин на стороне Селяня, ему бы в будущем пришлось нелегко. Селянь словно разучился говорить, только хватал с земли комья грязи и все бросал и бросал в Му Цина. Тот отбил несколько атак, но вскоре защита провалилась, и он в гневе заорал: «Ты сдурел! Я же сказал, у меня не было выбора, ведь ты тоже пошел на грабеж из отсутствия выбора, прочь! Прочь!» Пошел прочь, у Селяня в голове крутились только эти слова, но даже их он не мог выговорить, лишь как безумный хватал все, что попадалось под руку, и бросал в Му Цина. Впрочем, ему было плевать, в кого бросаться. В результате Му Цин не выдержал, с темным, как железо, лицом взмахнул рукавами и удалился. Селянь, тяжело дыша, вновь уселся на землю и уставился перед собой. Так и просидел до самой темноты. Когда стемнело, неизвестно откуда налетело множество тусклых блуждающих огоньков, которые заплясали в воздухе. Селянь, словно не замечая их, даже бровью не повел. Однако огоньки, похоже, не желали мириться с тем, что принц не удостоил их вниманием, все плотнее собираясь вокруг. Селянь по-прежнему смотрел в пустоту, покуда в этих огоньках не появилась человеческая фигура. Явление этого существа всегда сопровождалось сильнейшим недобрым предчувствием. Селянь, что-то ощутив, медленно поднял голову. В 10 шагах от него среди бесчисленных парящих огоньков стояла фигура в белых одеждах, на лице ее одной половиной зловеще улыбалась маска. Он мягким тоном произнес: «Здравствуй, ваше высочество».